Приветствую, друзья! На фоне продвижений русской армии на разных направлениях, причем продвижений, которые системные, которые происходят каждый день, и, собственно, натовские наемники также вынуждены подтверждать, что им приходится бежать с очень многих позиций, причем хорошо укрепленных. Трамп решил на Генассамблее ООН все-таки заявить о том, что он полностью обнуляет соглашения с Владимиром Владимировичем, которые были достигнуты на Аляске во время визита недавнего. И таким образом Трамп изменил вчера свою позицию на диаметрально противоположную. И теперь этот персонаж уже, собственно, выступает за то, чтобы режим Зеленского и различные страны Евросоюза, Британии не продолжали боевые действия и, собственно, пытались выйти на границы, собственно, Украины 2014 года. И таким образом, конечно, мы видим, что Трамп фактически оказался не способен выполнить взятые на себя обязательства на Аляске и сейчас просто умывает руки, оставляя себе роль просто торговца оружием. Причем для того, чтобы оружие американское покупали страны Евросоюза и Британия более интенсивно, Трамп уже обозначил, что даже наступательные вооружения он будет продавать. И это, конечно, чисто пиар, потому что наступательные вооружения любой номенклатуры продавались режиму Зеленского еще с, если не ошибаюсь, 18-19 года. Ну а с 2022 года вообще нету никаких ограничений на наступательные вооружения. Передаются и танки Абрамсы, и, конечно же, системы Химарс и многие другие системы вооружений, которые нацелены конкретно не на оборону, а конкретно на нападение. Перед нами открывается классическая картина, при которой Соединенные Штаты Америки пытались обмануть Российскую Федерацию, предлагая мирные переговоры, но когда поняли, что обмануть не получится и нужно все-таки идти на серьезные уступки, очевидно, сейчас просто Соединенные Штаты Америки, так сказать, убрали все камуфляжные мероприятия и обозначили свою позицию, обозначив Российскую Федерацию как некого такого бумажного тигра и так далее. Ну и, собственно, этого бумажного тигра за сотни миллиардов долларов, ну и все страны НАТО фактически на протяжении уже более чем 3 лет в конечном итоге с русской армией ничего не могут сделать. И в этом плане, конечно, у Трампа явный когнитивный диссонанс в голове, и такие его реверансы все-таки говорят о том, что с Британией и странами Евросоюза Соединенные Штаты Америки пришли к компромиссу по поводу именно вот такого формата ведения боевых действий против России. И, кстати, Российскую Федерацию этот сценарий тоже полностью устраивает на 200%, потому что такой сценарий предполагает перед странами Евросоюза достаточно жесткий выбор. Им нужно все-таки отказываться полностью от российской нефти, отказываться от сотрудничества экономического с Китаем, с Индией. Ну а это означает просто колоссальный удар в принципе по англосаксонской системе мироустройства и, естественно, по европейской экономике. И, конечно же, этот удар, собственно, страны Евросоюза не переживут. Во всяком случае, их экономику откатит лет на 15-20 назад. Но она, собственно, и так не в лучшем виде, поэтому, очевидно, для Евросоюза это будет самый жесткий и разрушительный удар, который только можно себе представить. Особо забавно на этом фоне смотрятся заявления многих аналитиков, в том числе МВФ, о том, что Зеленскому и его режиму не хватит на следующий год только 38 миллиардов евро, ему нужно как минимум 68 миллиардов, и это далеко не предел, и это только то, что нужно на обслуживание режима и на обслуживание потребностей силового аппарата и так далее. Ну а на ведение боевых действий, конечно, нужно еще денег, и это, конечно, вся эта ноша, она будет ложиться конкретно на страны Евросоюза, которые, как мы видим, потеряв свою субъектность, сейчас все-таки вынуждены исполнять просто хотелки Урсулы фон дер Ляйен во многом. Примечательно то, что Зеленский в интервью американскому журналисту обозначил, что после его разговора с Трампом стало понятно для него, что все-таки Трамп будет поддерживать Украину до самого конца. И, знаете, эта фраза очень многое значит. И действительно, я думаю, что до самого полного уничтожения Украины как государства Трамп будет ее поддерживать, потому что, очевидно, для Трампа и для тех олигархов, которые стоят за ним,
видим, конечно же, вот Украина как государство – это гарантия сохранения миллионов гектаров черноземов украинских, недр под американским контролем. Ну и, естественно, вот чтобы там население еще столетия отрабатывало долги, которые англосаксы понаплодили на государство Украина. И в этом плане действительно Зеленский не соврал. Ну и сказал все, собственно, как есть. И, конечно же, Трамп такой не один. Британская империя в этом плане будет также действовать до самого конца Украины как государства. Ну и, естественно, некоторые страны Евросоюза тоже. А это говорит о том, что данный конец нужно приближать. И, собственно, русская армия в этом вопросе сейчас очень конструктивно подходит к решению. Нужно добавить, что Зеленский обозначил, что теперь Трамп ему доверяет гораздо больше, нежели Владимиру Владимировичу Путину. А это, знаете, с Зеленским для вот обычно тех людей, которые его избирали, очень плохо и печально заканчивалось, потому что Зеленский шел с одними предвыборными лозунгами и обещаниями, а в конечном итоге вот миллионам граждан, которые поверили Зеленскому, пришлось просто реально кровью за это платить, причем своих близких, благосостоянием и так далее. Ну и такая же ситуация и с Байденом, и со странами Евросоюза, и с Британией, потому что Зеленский им рассказывал, что там они порвут русскую армию и пойдут чуть ли не на Москву, но по факту мы видим сейчас ситуация для натовской ЧВК ВСУ, несмотря на сотни миллиардов потерянных денег, очень и очень печальная. Поэтому режиму Зеленского нужно срочно показывать перемогу, и такую перемогу англосаксы показывают через террор конкретно мирных различных городов и объектов. И не случайно конкретно по Новороссийску отработали сегодня различные натовские дроны «Камикадзе» и надводные дроны «Камикадзе», которые также туда доплыли. И очевидно, там очень много было поражений конкретно мирных объектов, в том числе ее попало по пятиэтажке, там начался пожар крыши, ее, конечно же, более-менее уже потушили, но тем не менее, также несколько гостиничных комплексов также подверглось ударам, и, скорее всего, использовались натовские надводные дроны как некие такие платформы доставки FPV-дронов и как ретрансляторы. И таким образом, собственно, мелкими дронами уже били конкретно по городской инфраструктуре, и, естественно, это все вот вызвало достаточно серьезные последствия. По автостоянке машин также попало, ну и сообщают местные власти о том, что 2 человека погибло, один среди них ребенок. И тут не стоит удивляться, что натовские надводные дроны доплыли аж до Новороссийска, потому что, конечно же, уничтожать натовские надводные дроны авиация сейчас очень проблематично, потому что натовские надводные дроны зачастую, собственно, оборудованы ракетами, которые могут уничтожать наши самолеты. И в этом плане, конечно же, сейчас уничтожение натовских надводных дронов больше проходит через удары по ним FPV-дронами, а это уже очень скрупулезная и серьезная работа наших различных экипажей. Ну и, естественно, также разведывательный контур должен очень качественно отрабатывать по Черному морю для того, чтобы фиксировать эти дроны. И сейчас мы видим, что данное противостояние с блоком НАТО реально на пике. Причем в Российскую Федерацию пытаются, конечно, со всех сторон ввозить дроны «Камикадзе», FPV-дроны для того, чтобы внутри Российской Федерации наносить удары по объектам, которые имеют особую важность и ценность. И не случайно уже различные правоохранительные органы выявляют партии из 1000 дронов, которые по документам проходили как детские игрушки, а по факту это дроны «Камикадзе», которые даже некоторые оборудованы специальными системами под сбросы и так далее. И в этом плане мы видим, что натовская разведка очень серьезно работает в плане диверсии осуществления, и в этом направлении сейчас риск просто колоссальный. Поэтому обычным гражданам нужно быть крайне бдительными, и очевидно, если вы видите какую-то подозрительную историю, срочно не сообщайте в правоохранительные органы. Это касается и логистики различных грузов, это касается и подозрительных действий различных групп лиц или там отдельных персонажей и так далее, потому что сейчас действительно
действительно идет война, и эту реальность пока мало кто еще понимает, судя по всему. Кстати, для любителей отдохнуть в Турции, вот обратите внимание, бронеавтомобиль Кипри, уничтоженный нашей русской армией. Ну и естественно, этот бронеавтомобиль попал из Турции, конкретно в натовскую ЧВК ВСУ, и еще много оружия с Турции, конкретно вот в натовской ЧВК ВСУ очутилось. И поэтому, собственно, туристическая различная история в Турцию граждан Российской Федерации — это в конечном итоге финансирование натовской частной военной компании ВСУ и убийство наших российских солдат. Параллельно с этим мы видим, что возможности наших войск РЭП, они кратно возрастают с учетом новых технологий. И обратите внимание на видео, где наши операторы перехватывают управление и картинку с дрона и, естественно, уничтожают таким образом данные натовские дроны. Таких расчетов сейчас на поле боя очень много, но тем не менее еще явно недостаточно для того, чтобы максимально жестко обнулять возможности натовской ЧВК ВСУ по ударам FPV-дронами по нашим позициям. Тем временем ВКС РФ сегодня ночью крайне серьезно работала по позициям в Харькове, потому что там очень много предприятий используют натовские наемники для своих целей, и по ним сегодня очень жестко прилетало как дронами Камикадзе Герань, так и, собственно, Искандерами. Ну и также сообщают, что в Сумской области поражен очередной полигон натовской ЧВК ВСУ, и там есть очень серьезные потери. Вот по количеству, я думаю, информация будет чуточку позже. В пригороде Запорожья такая же история. Очень много предприятий используют натовские наемники. И, естественно, это не остается без внимания наших разведчиков. И в этом плане, конечно же, ВКС РФ по ним тоже очень жестко отрабатывает. И на кадрах это можно заметить. Параллельно с этим в Вашингтоне установили напротив Белого дома памятник Трампу и Эпштейну, педофилу, который покончил якобы жизнь самоубийством. И эта история, она для Трампа очень является токсичной. Он максимально затыкает даже миллиардеров на эту тему. Илон Маск уже, как мы видим, вообще молчит про вот связи Трампа и Эпштейна и про то, что нужно бы обнародовать список всех клиентов Эпштейна, где, естественно, есть и Трамп, и много других еще вот очень богатых американцев и очень влиятельных. И таким образом мы видим, что эту историю стараются максимально замять, но тем не менее некоторые активисты и олигархи американские все-таки стараются ее продвигать в массы. Параллельно с этим в США происходит достаточно серьезный курьез, потому что тот персонаж, которого США объявляли в розыск в 2011 году как особо опасного террориста, экстремиста и радикала, сейчас вот тот глава ЦРУ, который его подавал в этот розыск, уже принимает как уже официального дорогого гостя, как президента Сирии, данного персонажа, жмет ему руку, улыбается, и это говорит о том, что все-таки главы ЦРУ, они, естественно, вербуют таких отъявленных подонков, и для того, чтобы у этих подонков было алиби, обозначают их даже в розыск, даже какие-то деньги платят для того, чтобы выявить их местоположение, но по факту просто выявляют кротов в окружении конкретно своих агентов, и на упреждение таких кротов убивают через подобного рода обещания денег. Вот так работают американцы, и нужно понимать, что на самом-то деле там очень много подонков, которые в направлении терроризма работают очень активно. Кстати, очередного подонка Гросси выдвинули на должность главы чуть ли не Организации Объединенных Наций, а этот персонаж, как мы знаем, сливал Трампу и прочим, собственно, странам НАТО информацию о ядерных объектах Ирана. И это уже очевидный факт абсолютно для всех, но тем не менее такого высокопоставленного агента ЦРУ сейчас пытаются продвинуть на должность главы Организации Объединенных Наций. Но в Прибалтике на этом фоне разразилась некая такая маленькая буря в стакане, потому что, как мы помним, Эстония заявляла, что она будет сбивать российские самолеты, если вдруг они еще раз залетят в воздушное пространство Эстонии, на что, собственно,
аналитики, да и здравомыслящие люди отметили, что у Эстонии нет вообще возможности таких что-то сбивать, потому что решать это будут в любом случае в блоке НАТО. Ну а штаб НАТО находится в Германии, поэтому если Эстония что-то там заявляет политически, то это абсолютно не имеет никаких последствий. Главное, что решат в командном центре НАТО, потому что у Эстонии, очевидно, просто нету физически военного суверенитета, и, собственно, правительство Эстонии может что-то сбить, разве что кидая вот банки с огурцами в небо. Ну а пока некоторые министры Зеленского обозначают себя богами и называют свою работу божественной, с учетом, я так понимаю, злоупотребления различными препаратами, мы видим, что в реальном мире, конкретно уже в Китае, идут вот газовозы с проекта Arctic SPG-2. И сейчас, конечно, это уже полноценная, так сказать, карусель с вот этих вот танкеров. И эта вся история, она говорит о том, что, несмотря на блокировки различные, международные, данный очень большой масштабный проект Российская Федерация запустила. Ну и, конечно, примечательный такой факт есть еще: в порты Черного моря российские уже заходят официальные китайские сухогрузы. И первый такой сухогруз уже, так сказать, грузится в наших портах. И это также в определенном плане серьезный прорыв. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. И не забывайте подписываться на мой канал в мессенджере Мах. Ссылка на него будет, естественно, в описании под этим видео. До скорого.